Ежедневно в Google Play появляются сотни новых приложений, и почему-то почти все они отстой. Приходится копаться во всем этом, чтобы найти хоть что-то полезное. Но я сделал это за вас, и в этой подборке только годный софт. Изучить иностранный язык сейчас проще простого. Кстати, я уже снимал видео о лучших приложениях для изучения английского языка, и если вы до сих пор не видели, гляньте. Но до сих пор возникают сложности с переводом отдельных слов, например, в Google Translate, так как там намешано все, что только можно, и нужное значение в списке найти невозможно. В словарях App Bilingual значения актуальны. Произношение английских слов сразу в британской и американской версиях. Синонимы хорошие, лексика на любой вкус. Словари платные, но на распродажах можно купить все, что нужно, очень дешево. Мы живем в достаточно непростое время. И если вы не какой-то там депутат, то за расходом финансов нужно следить. Для оптимизации своих трат я использую приложение Monify. С его помощью я всегда знаю, сколько и, что важнее, на что трачу деньги. Простой и удобный интерфейс, гибкая настройка, конфиденциальность, синхронизация через Dropbox, разные валюты счетов, а также режим бюджет, помогающий экономить деньги с помощью постоянных напоминаний об установленном вами месячном лимите. Сделайте контроль финансов привычкой, жить станет проще. Или нет. По результатам исследования RGB Group, всего 43% украинцев за последний год прочитали хотя бы одну книгу. Портал Работа.ua провел свое исследование. Они выяснили, что 13% украинцев считают, что книги это слишком дорого, а 50% отмазываются тем, что у них нет времени. Могу посоветовать этим людям MyBook, огромную онлайн-библиотеку, где есть книги на любой вкус. Здесь вы найдете огромное количество бесплатных классических и не только произведений, а также почти всю бизнес-литературу таких издательств, как Миф, Alpina Publisher и прочих. Есть приложение и подписка, но стоит она копейки. Высшее образование – очень важная и нужная вещь. В современном мире без диплома добиться успеха просто невозможно. Высшее образование – это гарантия успешности, здоровья, счастья. Ну а для тех, кто не застрял в советских 80-х, был создан сайт Udemy, у которого есть и свое мобильное приложение. Все очень просто. Прикрепляете кредитную карту, вуаля! Тонны курсов от всемирно известных экспертов доступны вам за какие-то $10. На Udemy можно найти вообще все. Языковые курсы, программирование, уроки рисования, самообороны, массажа и даже сомелье. В общем, must-have для всех, кто не считает, что учеба кончается универом. Бесконтактная оплата – безумно удобная штука, знаете ли. Вот только чип, поддерживающий PayPass, может быть поврежден, и тогда карту придется менять. Если ваш телефон использует технологию NFC, то вам повезло. Просто подключаете кредитную карту к Google Pay и ловите кайфа от жизни. Платите в терминалах, там, метро, ну и так далее. Лично для меня главное то, что Google Pay использует виртуальный счет, а не действительные данные кредитной карты. Продавец получает зашифрованные данные. Ключи для оплаты не сохраняются в памяти гаджета, их генерирует сервер Google. В связи с этим оплата становится безопаснее. Советую пользоваться Google Pay. Не зря же Украина вошла в список 17 стран мира, в которых эта функция в принципе доступна. Для всех тех, кто привык быть в тренде, Flipboard – настоящая новостная святыня. Ничего особенного рассказать про приложение я не могу. В нем все просто, удобно и понятно до такой степени, что лишние комментарии не нужны. Выбирайте интересующие темы, языки и читаете статьи разных изданий со всего мира. Божественно! Проблема засыпания очень распространена. По результатам исследования Всемирной организации здравоохранения, более 30% людей страдают бессонницей. Ну, или считают, что страдают. Relax Melodies действительно помогает расслабиться перед сном. Проверено экспериментальным путем. В этом приложении можно создать свою собственную мелодию, как исключительно для сна, так и для работы, чтения или занятия любимым делом. Красивый дизайн, понятный интерфейс, приятный качественный звук. Однозначно рекомендую.
Это был мой список приложений, которые, как мне кажется, должны быть у абсолютно каждого владельца Android смартфона в 2018 году. Впрочем, может быть, вы знаете другие приложения, которые следовало бы включить в этот список. Пишите в комментарии о том, какими приложениями пользуетесь вы. Увидимся в следующем видео.